Всем привет, мои хорошие! Сегодня я решила похрустеть своим ассорти и заодно ответить на несколько вопросов. Значит, здесь у меня ассорти разных сортов, и от залипания я взяла маленькую тарелочку, тоже с ассорти белых десертов. Начнем с сердца. В этот раз сердце пришло рыхловатое, не такое, как обычно. Не скрипит, и это уже хорошо. Итак, мне под прошлым моим роликом с хрустелками задавали вопросы, предлагали темы, так сказать, для видео. Ну и всех, конечно, волнует один вопрос: как мы познакомились с моим мужем. Я вам расскажу. 17 февраля у нас годовщина. Но первый раз мы увиделись 9 числа. Это, как мне потом рассказал мой муж. Потому что когда мы познакомились с ним, меня не покидало чувство, что я его где-то видела. Первая наша встреча была не очень. Оставлю я ее при себе. Расскажу о второй. Туркестан коричневый, обожаю. В этот раз прям плотный пришел, классный. Итак, с 17 февраля у меня был выходной, делать было нечего, как-то у меня было настроение не очень. Я решила сходить в кино на комедию «А значит, война». Кто смотрел, пишите в комментариях. — 17 числа я приехала в торговый комплекс «Горки». Есть у нас такой на ЧТЗ. Там кинотеатр «Синема Парк». Купила билет. И, если мне память не изменяет, я давно в этом торговом центре не была. На втором этаже есть такой, как зал общепита. Там были блинов, Макдональдс, картошка. Ну, стоят столы, где можно сесть и спокойно покушать. Что я, собственно, и сделала. Я заказала свои любимые блинчики с сыром и с ветчиной. Взяла салатик, чашечку кофе и решила перекусить перед кино. И что вы думаете? Сижу, я никого не трогаю. И ко мне подходит парень и садится напротив меня. Со своим подносом. Я вроде посмотрела кругом. Свободно, много мест достаточно пустых.
а вот он решил присоединиться ко мне. А я ему задаю вопрос. Места, что ли, мало? Он говорит, да, мало. Ну, я на него посмотрела. Думаю, ну хочет сидеть, пусть сидит. У меня муж достаточно, как сказать, немногословный. Ну, вот он начал спрашивать, что делаешь? Я говорю, что не видишь? Ем. Какие планы потом? Я говорю, я в кино пойду. Он только, да? А на какой сеанс? Я ему сказала, что молодой человек задает слишком много вопросов. Допила свой кофе, встала и ушла. И подходит время для, так сказать, прохождения в зал. Хочу что-то кусить, чтобы не сильно залипало, чтобы разговаривать было удобно. Я прохожу в зал, поднимаюсь на последний ряд, на свое 12 место. И угадайте, кто садится на 13 место. Купил 2 бутылочки колы, большую упаковку попкорна сладкого, карамельного. Садится с такой ехидной мордочкой. Да, говорит, вот и ты. Я на него очень подозрительно посмотрела. Ну, молчком сижу. Там начинаются трейлеры. Он мне протягивает колу. Со словами «это я взял тебе». И ставит посерединке попкорн. Фильм, конечно, прикольный, комедия, как бы, может быть, из-за этого, как бы, в процессе фильма у нас завязалось общение. Посидели, похохотали. Пообщались. После фильма мы поехали в кафе. Грубо говоря, наше знакомство переросло в наше первое свидание. Все, начали общаться, созваниваться, списываться, встречаться. И получается, в сентябре седьмого сентября мне муж сделал предложение. 26 октября у нас было венчание, у нас был никях. Это по мусульманским традициям свадьба. Муж у меня мусульманин. И 21 декабря мы поженились. Свадьба у нас была в конец света. Там все СМИ сходили с ума, писали, что 21 декабря 2012 года будет конец света. Мы так посмеялись. Мы хотели пожениться 12-12-12,
но там не было дат абсолютно, ну, вот вообще. То есть, как нам сказали, надо было за год бронировать эту дату. Но мы не расстроились. 21 нам тоже подошло. Украинские вкусняшки. Азов, голубая. Еще меня спрашивали, как ухаживал за мной муж. Ну, период, конфетно-букетный период. Я вам скажу так. Ухаживает он за мной до сих пор. Он человек, который любит делать неожиданные сюрпризы, когда ты не ждешь. Ухаживал муж за мной очень красиво. Мы когда познакомились, ну, получается, через полмесяца было 8 марта. Я, значит, проснулась от того, что закрывается дверь на ключ. Мне было запрещено вставать с кровати. И в итоге мой муж купил цветы. Я обожаю плюшевых медвежат. Неважно какого размера. И вот муж как бы каждый праздник старается сделать мне сюрприз. Розовая узбечка. Частенько бывает, что я отправляю его в магазин. Он привозит пакеты. Я начинаю разбирать продукты, а там лежит мягкая игрушка. Очень приятно. Несмотря на столько лет, которые мы вместе, моему мужу все-таки удается до сих пор удивлять меня сюрпризами, подарками. Радовать, в общем. Опал стал моим любимцем. Мне сегодня прям хочется туркестанов, не залипающих сортов. Еще меня спрашивали, что я люблю готовить. Готовить я люблю. Люблю готовить что-то новенькое. У меня муж это любит. Знаете, он смотрит в интернете, ТикТок, Ютуб. Там постоянно вылазят рецепты. Вот он мне скидывает эти рецепты, я готовлю. Узбечка зеленая. Сливочно-солененькая. Не скрипит. Как бы я готовлю все, но единственная у меня проблема это с кондитерскими изделиями. Единственный раз я пекла торт, это на годик младшего сына. Я стряпала медовик. В общем,
с тортами и пирожными у меня не ладится. Обожаю мясные блюда. Обожаю борщ, домашние пельмени, плов. Любимый салат селедка под шубой. Последнее время очень полюбила печень. У меня домашние обожают из печени оладушки. Это Каолин Владимир. Вот я свистнула маленький кусочек. Он у меня на батарее полежал. Сейчас попробуем. Не зря столько хвалебных отзывов о нем. Вообще обалденный. И мне нравится безумно его плотность. Это самый плотный каолин, который я когда-либо пробовала. Я бы отнесла готовку к своему хобби. Также меня спрашивали про сорта, которые меня разочаровали, ну или которые не понравились. Вот, могу сказать, что опал-то мне зашел, вот закат мне вообще не зашел. В принципе, то, что мне не нравится, я всегда говорю это в обзорах. Вот орские сорта, некоторые сорта поскрипывают, да, вот как бордо, аметист, но они поскрипывают не раздражающе. Я не люблю, когда яркий скрип присутствует, когда песок на зубах. Киргизия 2 в одном, тоже моя любимица. Да, как у меня сейчас подписчики прибавляются. И огромное вам спасибо за это. Я расскажу немножко о себе. Ой, что бы грызануть-то? Что-то всего тут много, и не знаю, за что схватиться. Уйгурской хрустынем. Меня зовут Софи, мне 36 лет. Я замужем, у меня 2 сына. Вкусняшки я грызу около 3 лет. Плотненько так. Я не глотаю. И вам этого не советую. Я наслаждаюсь хрустом и вкусом. Астана розовая. Мятная.
Все залипло. YouTube мое хобби. Обожаю снимать видео. Общаться с вами. Делиться с вами новыми впечатлениями. Соленое озеро. Прям посела на него. У него солинка такая деликатная. Чтобы еще с вами погрызть. Сейчас хочется похрустеть. Тяжело разговаривать и хрустеть. Я в сообществе написала пост. Если вас интересуют какие-то вопросы, пишите. Я буду снимать рубрику «Вопрос-ответ». Если на какие-то вопросы я не ответила, пишите, обязательно отвечу. Хочется мне грызануть останушечки. Это первое. Так, я очень позитивный, добрый человек. Плохих, злых, завистливых людей я к себе не подпускаю. Они мне не нужны в моем окружении. Калинчик Азовский. Я считаю, что человек должен себя окружать только позитивными людьми, которые к чему-то стремятся. Неважно, в какой сфере. Все классно, но калины пожуешь, и все залипает. Вам в этот день хочу пожелать, чтобы каждый нашел свою половинку, вторую. А если у вас есть вторая половинка, берегите, пожалуйста. Пока все залипло, надо желтую останушечку кусить. Это первое. А где у меня желтая? А вот видите, как что-нибудь захочется, а у меня все под рукой. Вот она желтенькая. Берегите свои семьи. Берегите свои отношения. И не позволяйте никогда никому в них лезть. Несмотря ни на что. Чтобы не было вопросов, я, кстати, вот рассказала вам историю нашего знакомства. Мы венчанные, мы еще женаты перед Богом, но у нас был никах, но я православная. Все окончательно у меня залипло. То есть в нашей семье
празднуются праздники и мусульманские, и православные. И сразу скажу, не нужно ничего мне писать по поводу веры. Эти темы я не обсуждаю на своем канале. В нашей семье так. Я уважаю традиции мужа. Муж уважает наши традиции. Для меня ничем не отличается венчание церкви от священного обряда никяха. Брак перед Богом — это очень ответственный шаг. Любите друг друга, будьте любимыми. А самое главное, чтобы в вашей любви было счастье, уважение, взаимопонимание, поддержка. Сегодня у меня прям день Туркестанов. Давно не грызла, соскучилась. Так как я просто грызу, видео из этого получится долгим, но я надеюсь, вам понравится. Вы давно у меня просили, чтобы я почаще снимала такого формата видео. Пористое, соленое. Узбечка голубая. Хочу записать вам видео с хрустом Туркестана белого второго. Скажите, вам интересно будет или нет? У меня просили, чтобы просто хруст был. Но для меня это как-то непривычный формат. Напишите мне в комментариях, празднуете ли вы 14 февраля или нет. Мне будет очень интересно почитать. Закат красавчик. Вот, разница с опалом. Вот опал, а вот закат. Красивый сорт, да? Очень.
Юпитер и солнечная. Такая красота. Ну вот так, я нахрустелась, с вами поболтала. Всех очень сильно люблю. Спасибо вам огромное за вашу любовь ко мне, за ваше внимание к моему каналу и ко мне, за ваши комментарии, за ваши лайки. Вот так вот. Вот такие вот у меня хорошие. Так вот я вас люблю. Всех вас люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.